Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Денис Неведомский, адвокат и политик на связи прямо сейчас. Денис, приветствую вас. Приветствую, Александр. Добрый день, друзья. Денис, начать наш разговор я предлагаю, конечно, с топ-темы дня сегодняшнего. Это переговоры в Абу-Даби. Чего от них ждать, потому что начались и начинаются они. Уже делегации приехали в Абу-Даби, уже там первое видео, оттуда первое фото. Начались с такого очень, неприятного в политическом смысле для Зеленского эпизода. Он всячески обставлял ситуацию, что, мол, мы скорректируем свою позицию, Украина скорректирует позицию, Россия нарушила перемирие, но Трамп осек, причем резко, говорит, Путин, как обещал, как мы с ним договаривались, он вообще держит слово, поэтому по энергетическому перемирию все ровно. Да, очень жаль, что это всего лишь неделя, народ страдает, холодно, морозы, но и это уже хотя бы что-то. Мы находимся в той ситуации, когда это не просто там политическое унижение Зеленского или там украинской стороны, это не только там вот этот момент, что теперь слова Зеленского надо не просто делить на два. Мы находимся в плоскости двух субъектов, принимающих решения. Это Трамп и Путин. И форма вот этих трехсторонних встреч становится и предстает перед нами в Абу-Даби абсолютно по-другому. Такое ощущение, что это не трехсторонние переговоры, а двухсторонние, российско-американские, ну и Украина, отвечающая за то, как все, собственно, обставить. Но вот такие печальные выводы по итогам вчерашних заявлений вместе с Рютте, который вообще многие задаются вопросом, а что приезжал? Так вот почему. Он же там сказал очень важную вещь. Зеленский подпишет. А мы и самолеты, и воздух, и море, мы поможем. Давай, Зеленский, подписывай. Получается, то, что пытались прикрыть фиговым листком, вылазит наружу. Рютте приехал уламывать Зеленского, подписывать. Зеленский пытался сыграть игру, игра эта политическая провалилась. Чего ждете от Абу-Даби и как относитесь к вот таким переговорам на таком фоне? Вы правильно сделали акцент по поводу субъектности участников переговоров. Я не буду повторяться. Мы это не единожды уже обсуждали, что есть консенсус субъектных участников и есть объект, в отношении которого ведутся какие-то торги. Поскольку и Трамп, и Путин находятся на одной стороне на сегодняшний момент в вопросах глобального передела, нового геополитического ландшафта, о чем было, скажем, заявлено, кто хотел услышать после Анкориджа. И Европа, и, скажем так, леволиберальная часть, глобальная монархия, можем их назвать по-любому, но это суть от этого не меняется, глобалисты, которые подчиняются британской монархии, являются другой стороной этого противостояния. Поэтому достаточно просто глянуть на шахматную доску и понять, что на одной стороне находятся суверенные государства, которые договариваются дружить против глобальной монархии, которая всех уже достала. За эти последние, больше уже получается, почти 80 лет, 75, нового правопорядка. Когда задачей был глобальный контроль, и все государства были вовлечены в эту игру, и Трамп, и еще раньше, в 2014 году, Путин показал, что больше по правилам, которые установлены глобалистами, играть не будут. И, соответственно, Украина, которая по уши оказалась в леволиберальной повестке глобалистов, Зеленский является отображением этих сил в Украине, средоточением на сегодняшний момент, публичным во всяком случае. Поэтому его задача не договариваться, а всячески от этих переговоров уходить, продвигать ту линию, которую ему навязали, его кура. Соответственно, и переговоры в Абу-Даби не являются переговорами равнозначных участников войны и сложившегося на сегодняшний момент переговорного формата. Поэтому совершенно неудивительно, что Трамп
прокомментировал это таким образом, которым они договорились. Он не с Зеленским договаривался, и Путин не с Зеленским договаривался. Трамп договорился с Путиным о том, что приостанавливаются удары. Это демонстрация лояльности сегодняшней политики Соединенных Штатов. Россия согласилась на план Монро в отношении западного полушария. И, соответственно, это свидетельствует и по Венесуэле, и по Кубе, и, соответственно, по Гренландии, когда Путин выступил, сказал, что это не наша тема, занимать. То есть заявлено, что каждая из участников глобального геополитического ландшафта занимается своими вопросами. Тот миропорядок, когда глобалисты, скажем, орудием которых были вооруженные силы Соединенных Штатов, лезли во все уголки земного шара, устраивали цветные революции. Обратите внимание, я слежу немножко за британской прессой, фамилия лорда Пальмерстона на сегодняшний момент звучит, ну, скажем так, очень часто. Пальмерстон, кто не в курсе, это, скажем, политический деятель Великобритании XIX века, который придумал те самые цветные революции. Он отец всех цветных революций, которые происходили по мановению волшебной руки Британии по всему миру. То есть, когда ломались легитимные режимы, да, они были специфические, каждый в своем роде, в своей национальной традиции. Где-то передается от отца к сыну престол, где-то есть демократический переход власти, где-то теологические государства. Но это специфика, это разнообразие, которое и делает человечество тем, чем оно является на сегодняшний день. Задача британцев установить единый контроль, единые правила, а поскольку разнообразие слишком велико, то эти правила просто отменяются. В этом и есть антигуманитарная политика, которая навязывается глобальной монархией под новыми лозунгами инклюзивности, равенства. Там, в 20 веке это было равенство, братство, а сейчас это инклюзивность. Но суть одна и та же. Максимально нивелировать традиции, культуру, религии, то есть ценности, которые были у каждого народа, свести это все к единому какому-то знаменателю. И та история, которая сейчас объявляется по Эпштейну, это часть этой ситуации. Это люди немножечко, чтобы стали понимать, где сейчас находится эта хваленая великая западная культура. Так, давайте, смотрите, вот здесь очень важный момент. Два уточнения. Уточнение первое. Так наоборот же в Украине, смотрите, какое национальное возрождение, вышиванки, песни, забытые герои узкоспецифические, вроде как тут же абсолютно диаметральная ситуация, да? Культура вот эта выкопанная, как на дне Черного моря, как когда-то древние укры выкапывали Черное море, такие же есть бредовые вещи. Это все привносится в пространство, забиваются этим баки. Очень такой эпизод был во время обстрела вчерашнего, да, выскакивает директор музея Великой Отечественной войны, под родиной матерью которой, и говорит: смотрите, дрон летел, его сбили, обломки, витражи попадали, а тут имена героев Советского Союза, этот зал мы, конечно, закрыли, мы тут воду спустили, топим, пытаемся как-то ремонтировать, ох, какие варвары русские, вот смотрите, какую святыню идеологическую, как бы на нее покусились. Но 3 дня назад он сбивает буквы на постаменте, да, их имена там навечно. Ну, как бы, да. То есть, почему сбивает буквы? Потому что по-русски, потому что деколонизация. И вот буквально проходит 2 дня, и вот такой удар, и это все уже выставляется вот в этом ключе. Это вот первое уточнение идеологическое, потому что не очевидно, казалось бы, да. А второе, конечно, по Эпштейну здесь отдельно нужно понять, что вы имеете в виду, потому что, ну, честно, вот я наблюдаю за реакцией разных спикеров, они говорят: ну а что, это новость? Ой, да всегда такое было.
Да всегда такое там, и вспомните, и Греция, там, и какие-то там, не знаю, там, там эти гейши, и все. Короче, да ну успокойтесь вы, что вы там поднимаете этот кипиш. Всегда так было. И люди, как бы развесив уши, говорят, ну да, ну, элиты, да, вот такие, элиты такие-сякие. Но вы же возводите это как тоже в какой-то определенный момент нового понимания Запада. Абсолютно верно. Начнем с первого вопроса по поводу смешения, скажем так, противоположностей в Украине. Да, так вопрос в том, что они создают новодел, где националист, он же, мы с вами, по-моему, это обсуждали, националист ЛГБТК объединены в одной какой-то фигуре. И эта фигура подается как историческое происхождение, имеющее там традиции. То есть тот украинец, который условно был в 16-17 веке, откуда они считают Украину. Да если бы тот, скажем так, Богдан Хмельницкий узнал, что сейчас происходит с этим ПЦУ, с католической церковью, что происходит с гонениями на православную церковь, уже бы все висели вокруг, на деревьях, мирно раскачивались. То если бы вопрос скажем так, ЛГБТ вставал среди казаков, они бы его наказали один раз и до конца. На всю оставшуюся жизнь была бы учеба всем остальным. И они это пытаются смешать, и у людей возникает вот это двоемыслие оруэлловское. То есть у нас либо национальное государство, либо у нас либеральное государство. Вместе такого быть не может. Причем обе эти формы, они деградировавшие. То есть если вы говорите об ЛГБТ, да, на самом деле каждый человек родился таким, как он и есть. Но они из этого сделали культ. Они это сделали, не то что нормой, они это сделали целью. То есть каждый нормальный человек должен к этому стремиться. И ненормальность подается как нормально. И вот этот новодел, который они сделали, пытаются сделать, это невозможно. Это все разобьется о реальность. Оно уже разбивается, оно уже принимает гротескные формы. Потому что как бы маятник гироскопа, да, как Оруэлл говорил, не качался под влиянием внешних обстоятельств, исторических событий, там, глобального масштаба, все равно вернется в свою первоначальное ровное положение. Все равно есть понятие шумпетеровской цивилизационной коллизии. Все равно мы такие, какие есть. И эта пена леволиберальная, она сойдет, и все вернется на круги своя. Мы исторически принадлежим к русской цивилизации, основанной в Киеве и далее, которая распространилась по территории и России, и Беларуси. Именно поэтому то, что они сейчас производят, оно привело к такому эффекту, то максимально гражданский конфликт, то людей заставляет чувствовать себя во внутренней культурной оккупации в своей собственной стране. Не на оккупированных территориях. Мы здесь себя чувствуем во внутренней культурной оккупации. Я не говорю уже о тех моментах, что мы лишены базовых прав, политических прав. То есть это говорит о чем? Мы находимся в своей стране. Солдаты на фронте умирают за этот порядок, который они вернутся и будут наблюдать. Тут же на самом деле этот раздел для чего сделан? Для того, чтобы управлять людьми. И самые вот эти вот мелкие моменты, казалось бы, не имеющие отношения к глобальному, то есть на каком языке разговаривать, в какую церковь ходить, это на самом деле структура, которая, если ты поддерживаешь то, что власть говорит, то она тебе говорит, говори на украинском, не забудь русский язык, це мова ворога. Ходи в ту церковь, в которую мы тебе пальцем скажем. Верь в то, что мы говорим. Иди туда, куда мы скажем. И тогда формируется, ты уже мягко согласившись на эти культурные нарративы, которые, казалось бы, не имеют важной основы, подумаешь, буду разговаривать на украинском. Я владею, мне не сложно. Я легко могу перейти на украинский язык. Я когда работал, у меня большая часть жизни проходила на украинском языке. Это было нормально, тогда не было такого давления, так не заставляли. А сейчас это является признаком лояльности власти. Если ты согласился на это, следующий шаг ты согласишься на религиозную несвободу. Следующий шаг ты согласишься
с тем, что то, что власть ворует, это нормально, потому что она от Бога. И следующее, ты не можешь уже, не бросив свою семью, не пойти на фронт с оружием. Потому что это все укладывается в канву. И не задавай вопросов, потому что ты уже с нами, в нашем лагере. А если ты не согласен, то ты неправильный украинец. Ты должен сидеть, знать свое место, мы тебе счета арестуем. Мы тебе запретим молиться в той церкви, в которой ты хочешь. Мы тебе запретим разговаривать на одном языке. У тебя не будет перспектив, твои дети будут изгоями. Вот таким образом выстраивается система. Это ответ на первый вопрос. А ответ на второй вопрос. Все то же самое происходит сейчас в глобальном порядке в мире. Файлы Эпштейна были изначально задуманы, их публикация под Трампа. В итоге они сами наступили себе на больное место. Потому что публикация этих файлов, она на 90% состоит из леволиберальной элиты. Из представителей королевского двора Великобритании там засветили, Принц Эндрю. И засветился там и Билл Клинтон, там великий любитель британской монархии. И имя им легион. И это вполне вкладывается в ту логику, которая проводила либеральная элита на протяжении поствоенного порядка. После Второй мировой войны, когда был сформирован новый порядок леволиберальный, и он стал продвигаться на западном полушарии. И, соответственно, не может быть такого, что вы делаете одно на протяжении там, нескольких поколений, а вы сами другие. И вот этот порядок, который был сформирован, он элиту формирует. Почему в Украине хреново сейчас так? Потому что мы за 35 лет существования фактически мы создали ту элиту, которая сейчас является элитой. Причем это уже дети той элиты, которую мы започаткували в начале 90-х. И, соответственно, когда это все вскрывается, да, запустили сейчас антикризы. Там, это ничего страшного, да все знали там. Нифига никто не знал об этом. Мы могли об этом догадываться. Это всегда подавалось как теория конспирологии. Это пытались засмеивать, об этом говорить, что ребята, там, вы там еще в инопланетян поверьте. А это четкая структура. Это то, к чему леволиберальное правление глобальной монархии привело человечество. И мы реально сейчас находимся в стадии глубокой деградации, потому что заявленные основные принципы британской монархии – это депопуляция, дегуманитаризация, зеленая повестка, потому что это регресс, потому что не существует на сегодняшний момент адекватных зеленых технологий, которые могут полностью заменить ядерную энергию. И мы сейчас наблюдаем просто эти цветочки, те, которые взошли, это очень ярко на самом деле. Это действительно для людей, которые умели и раньше сложить дважды два, не стало новостью. Но для людей это большое откровение. Так, а куда тогда мы стремимся? Ведь вы, если связать, например, там, внутреннюю оккупацию и, собственно, глобальную проблему элит, да, которая вскрылась на большом мировом планетарном уровне, то для украинца, который сейчас находится в войне, для украинца, который сейчас находится без света, то есть это же просто какой-то цирк. Вы слышали, что они продвигают какую идею? У нас же есть такие, как это, визионеры, Институт будущего. Потрясающий же, как бы, ну, клуб знатоков. И их, как истинных, так сказать, экспертов, зовут на все телеканалы. И они вот как бы вот прокладывают очень интересную тропинку. Значит, вообще сейчас очень такая тяжелая история с подзарядкой, там, ну, вот эти пункты несокрушимости. Есть примеры, когда какую сделали, ну, вот эту фишку через Дию, то ты, например, у тебя есть кафе, ресторан, барбершоп, магазин, короче, твой бизнес, да, который физически где-то находится, ты там чем-то торгуешь или оказываешь какую-то услугу, ты можешь стать точкой несокрушимости при условии, что у тебя есть вода, свет, тепло, ну, то есть у тебя есть такой доступ.
И ты подаешь заявку в ДИА, ДИА тебе одобряет, и тебе можешь лепить эту желтую табличку, и люди к тебе будут ходить. Хочешь, работай круглосуточно, ну, то есть к тебе могут подъехать на такси, то есть это вот комендантский час, послабление. Короче, возможности, да, казалось бы. Но по факту возникает очень странная история, когда люди приходят в точку несокрушимости, а это, например, какой-то бизнес, торговый центр, что-то еще. Они приносят не просто телефон подзарядить или там чайку выпить с печенюшкой, а приносят там свою зарядную станцию и как бы пытаются зарядить. И люди ссорятся на этом фоне. Их выгоняют. Они говорят, будем жаловаться. Другой бизнес закрывает эти точки несокрушимости, потому что приходят люди с таким как бы выражением, что вы нам должны. А те говорят, а мы от государства ничего не получаем, это просто для того, чтобы поддержать людей, это наш такой социальный вклад. И, короче, закрывают эти точки несокрушимости. То есть на ровном месте взаимовыручки уже прям целый скандал. И вот эти с Института будущего выходят на телевизор и начинают рассказывать о том, что, слушайте, а надо как-то вот отдельный тариф для энергии, которую ты сохраняешь, вводить. То есть у тебя есть розетка дома, счетчик, ты вставляешь вилку в розетку, ты платишь за свет, за электроэнергию, киловатт-часы, которым подзаряжаешь Экофло, а они уже выдумывают, не-не-не, надо, это же не просто электроэнергия, которую ты включил лампочку, включил телевизор, включил микроволновку, а это то, что ты типа копишь. Отдельный тариф, плати дороже, дружище. То есть это изначально вот этот посыл, да? И вот вы сравнили две проблемы, так а за что идет война? Получается, идет война за вот эти элиты, которые придумывают вот такие новые налоги. Идет война за вот эту прогнившую систему ценностей. Внутри это выглядит вот так. Снаружи, в глобальном стремлении Украины на Запад, это выглядит еще хуже. Получается, помните вот эти пропагандистские штампы? Первопричины войны вообще другие, Денис. То, что происходит сейчас в мире, это показатель украинцам, потому что нет же пророка в своем отечестве. Неоднократно об этом мы с вами говорили, и очень многие эксперты говорили, что ребята, вы верите в миф, вы верите в картинку. На самом деле все по-другому. Вы не знаете и 10% слушаете телевизор, и этот телевизор заправляют, скажем так, те люди, которые преследуют совершенно свои цели, которые не пересекаются с вашими целями. В Украине на сегодня построена система общественных отношений, при которых государство равно власть. Это враги общества, враги простых людей, любых людей, граждан Украины. И логика действий власти исходит именно из этого принципа. Есть враг, против которого они действуют. Поэтому не ищите логику в действиях власти, исходя из интересов людей. Ее нет, ее быть не может, потому что цели совершенно другие. И задача в войне, там у Лао Цзы, да, надо, одна из главных задач – это сделать, скажем так, внутренний конфликт в стане врага. Вот поскольку государство оценивает людей в Украине, народ, как своего противника, они и реализуют эту задачу создания внутреннего конфликта. Для того, чтобы люди между собой по любой причине, военный ухилянт, патриот, сепаратист, российскомовный, украиномовный, прихожанин ПЦУ, прихожанин УПЦ. То есть я могу перечислять, у нас передачи не хватит, сколько они сделали конфликтов на ровном месте в рациональной сфере, которая не является чем-то важным. Культурные моменты, скажем, вышли на первую роль. В нормальном государстве они деактуализируют, они отдаются на откуп людям, они переходят в плоскость общественных отношений, государство в них не лезет. А как только начинает лезть, общество должно иметь инструменты бить по рукам таких чиновников. Потому что это сразу говорит о том, что государство объявляет народу войну. И вот эти вот конфликты, даже мелкие, о которых вы сказали по поводу зарядки.
Это часть этой политики. Здесь нет ничего удивительного. Они последовательно к этому идут. Пока народ разделен, пока народ разобщен, пока народ опікується мовными пытаниями, культурными пытаниями, где зарядку, у него нет возможности мыслить глобально и понять, кто настоящий их противник, из-за чего все беды. Как выходить из этой ситуации? Ну вот, смотрите, сегодня такой материал был в Политико. Меня он, если честно, порадовал. После вчерашнего унижения Зеленского, публичного причем, Политико выходит и говорит, ну, они там приводят других спикеров, каких-то неназванных источников, в том числе с украинской стороны. Это все приправлено такой, ну, давайте назовем это словом стилистикой. Да? Стилистикой, что вот смотрите, Россия уже по-другому относится к переговорам и переговорщикам, команды переговорных групп. Короче, общий фон того, что еще вчера до этого, скажем так, конфуза, в присутствии Рютте, казавшиеся бессмысленные переговоры, абсолютно бесперспективные, вдруг обрели, ну, если не надежды там на какие-то, но интригу, объективно интригу. Плюс мы видим, как там, например, Макрон вообще делает заявление, что на техническом уровне подготавливается его контакт с Путиным. Вообще, конечно, это очень тоже интересно. Помните, был же эпизод, когда Макрон мог прям взять и позвонить Путину. Шольц звонил Путину, Макрон там, да, звонил Путину, созванивались. Вот тут возникает вопрос, а что имеется в виду? Там телефон протирают, чтобы отпечатков пальцев не было. Ну, какой-то технический уровень. И мы видим, что вообще по глобальным телодвижениям вот этих основных игроков сейчас очень интересная диспозиция. То есть Макрон говорит, я с Путиным хочу поговорить. Да? Европа льнет к Индии. Стармер мчится в Китай. Да? Трамп поговорил с Моди, хорошо поговорили, снизили пошлины, все довольны. Трамп говорит, российскую нефть отказались покупать индусы. Моди ничего об этом не говорит. Россия говорит, да мы пока не заметили, что кто-то что-то, нам ничего не объявляли, что кто-то от чего-то отказывается. Короче, закручивается очень интересная глобальная игра, ввиду которой переговоры могут быть вообще по неочевидным причинам успешные. Не находите? Они будут по очевидным причинам успешными, когда будет определен победитель этого глобального противостояния. И когда говорят люди, я понимаю прекрасно людей, они цепляются за любую соломинку, потому что жить в Украине стало очень непросто. Это я очень мягко говорю. Если мы раньше говорили о, скажем, обусификации, о, скажем, отмене политических прав, о преследовании по политическим мотивам очевидным, то сейчас мы говорим уже о банальном выживании. Банально о том, что у людей нет тепла в 20-градусные морозы. О том, что люди не имеют возможности банально зарядить телефон и оставаться на связи. Это сказывается, безусловно, и на критической инфраструктуре, и на службах, которые отвечают за безопасность, скорой помощи, работа пожарных команд. То есть эти все моменты, они на самом деле очень-очень усложнены. И поэтому люди вынуждены думать о сегодняшнем моменте, о выживании. Но понять нужно одно, что Украина сейчас является следствием вот той большой войны, и эти переговоры, они станут успешными тогда, когда одна из сторон получит очевидное преимущество. Идут действительно глобальные процессы. И я хотел перечислить, но вы меня опередили. Действительно, идет очень большой движ. Глобальная монархия цепляется, ищет себе, как Трамп ищет себе союзников по миру, так и глобальная монархия начинает искать себе союзников по миру. Карни – это, скажем так, говорящая голова британской монархии. На сегодня, кто в курсе, знает, что Канада считается, до сих пор признает главенство британского монарха и признает на законодательном уровне.
И Канада всегда была ставленником британской монархии на западном полушарии. И все преференции, которые получала Канада, Канада получала от представителей демократических партий, которые тоже являются, скажем так, куколдами британской монархии. И они начинают искать союзников, они пытаются играть глобальную группу. И отсюда Китай, переговоры, они занимают антитрамповскую позицию. То есть они ищут возможности для выживания. Украина выбрала себе роль объекта. Поэтому никакие переговоры между Украиной и Россией просто потому, что они о чем-то договорятся, невозможно, и они не конструктивны. У них нет такой задачи на сегодня. Это невозможно. Это невозможно. Как только определится победитель в глобальной игре, а это 5-7 лет, и очень многое будет зависеть от того, какая ситуация будет после осени 26 года, после довыборов в Конгресс США. А потом и выборы в президента США. А почему так долго? Ну, вот смотрите, тут же... Я понимаю, о чем вы говорите, что все, конечно, ждут, все, но так все же очевидно. Давайте экстраполируем и перенесемся на отдельный кейс, да, ну, чтобы, как это, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, Есенин писал. Иран. Смотрите, накачка до предела. То есть одна авианосная группа, вторая авианосная группа. До этого протесты, как вы лорда вспоминали, британского, да? Значит, я это увяжу с Украиной, но сделаю таким полуконспирологическим образом, с вашего позволения. Но это просто тоже видно, это вот на поверхности. Значит, Зеленский нам говорит о том, что у него перемирие в пятницу, а не с воскресенья по воскресенье. И говорит, что вполне вероятно 1 февраля не будет переговоров, потому что что-то будет происходить с Ираном. Дальше подходим мы к 1 февраля. Смотрим, да, переговоров нет. Давайте там на середину недели. Да, вот сегодня среда, вот середина недели. С Ираном ничего не происходит. И опять-таки, как по какой-то отмашке, как по какому-то сценарию мы видим эскалацию. В каком смысле? В том смысле, что американский танкер пытались задержать, а тот быстренько ушился под защиту своего корабля американского. И, в общем-то, да, дрон объявили, что шахед летел на Авраам Линкольн. Представляете? Такая мощная армада, и там шахед-1 запустили. То есть, видимо, явно иранцы хотели, как это, прощупать или этим шахедом потопить всю флотилию Соединенных Штатов Америки. То есть, провокации. Дальше. Переговоры в Стамбуле отменены. Как? Ну, вот так. Иран в последний момент говорит, нет, ребята, мы не будем в этом формате встречаться, мы хотим поговорить я и Америка. Без вот этих мусульманских стран, без вот этих других членов переговорных групп. Давайте мы решим. И перенесли на 6 число, 6 февраля в Омане. По крайней мере, по состоянию на момент нашего разговора вот такая сейчас история. Плюс, как бы такая, бряцают оружием. Израиль копытом бьет и на уровне спецслужб воду мутит. Опять-таки, британцы тоже в этом заинтересованы. То есть мы видим определенную накачку и такое ощущение, что Зеленский как бы он знал, что 1 числа ничего не будет, и этот отсчет своей недели не только потому, чтобы там русских подставить под негодование Трампа объявил, а по другим как раз-таки геополитическим причинам он проговорился. Получается, что сейчас идет вот эта схватка, и победитель вот в этой схватке будет определен относительно быстро, да? А в апреле уже как бы трофей, я так понимаю, состоится все-таки. Сейчас тоже идет ставки, да, все там ставят, будет, не будет. Полимаркеты, разные другие сервисы, там можно деньги поставить. И есть там такой лот, встретятся ли Си и Трамп в апреле. Ну вот, прям есть такой лот. Можно денег поднять, а можно проиграть. Никто ж не знает. И, судя по всему, это все как бы идет туда, в сторону весны. И этот победитель определится уже сейчас. А вы даете 5-7 лет. Потому что противник – это не Иран, противник – это не Путин и не Зеленский. Потому что глобальная монархия правила миром с Средневековья, начиная с Остинских кампаний
скажем, Венеции и дальше Лондонский банк, куда эти все деньги перекочевали. И при этом выстраивалась вся эта глобальная система. То есть противник очень серьезный, это очень серьезные ребята, очень богатые, имеющие собственные армии, которые будут выполнять их приказы, а не национальных правительств. Это лояльные государства, прокси, которые находятся по всему миру. Это большое влияние. Поэтому то есть, у Трампа очень серьезный противник. Это не так просто. Вопрос в другом, что я напомню о доктрине Монро еще раз, то, возможно, бы Трамп и решил бы все эти вопросы, как решил с Мадуро и как сейчас решит с Ираном. По Ирану я маленькую оговорку скажу. Главный враг у Ирана – это только заявляется, что Израиль и Америка. Самые главные враги у них исторические – это суннитские государства, которые спят и видят, когда это противостояние еще с времен Ирана-Турана. То есть это очень длительная история, и там ненависть гораздо более выше. Это реально внутри исламского порядка. Поэтому эти государства ближневосточные, которые якобы являются посредниками, они на самом деле враги Ирана, поэтому Иран понимает, что с такими друзьями врагов не надо, поэтому дайте нам поговорить с Америкой напрямую. В нашей истории Трамп делает пас. Ситуация с Мадуро он показал, как можно. И кому показал, додумайтесь сами. И решить эту проблему украинско-русской войны на сегодня Соединенные Штаты не то, что не в состоянии, им оно им не нужно. Они отдали на откуп, вот занимайтесь РФ, занимайтесь Европой, если вы не согласны. Мы не будем здесь делать радикально, нам это не интересно на сегодня. Европа не богата ресурсами, все лучшее мы у них забрали. С Россией мы не будем тягаться в силу наличия ядерного потенциала и признана их легитимность и власть. Поэтому занимайтесь. Этот конфликт они отдали на откуп. Да, мы будем поддерживать, нам это не война, которую мы начинали, но они совершенно не против использовать эту войну для того, чтобы ослабить ту же самую Европу, которой руководит глобальная британская монархия, ослабить Британию, и почему бы не ослабить приговором в процессе России. Трамп – талантливый бизнесмен, не боящийся быть банкротом в определенный момент для того, чтобы потом выйти и стать сильнее. Как политик он продемонстрировал то же самое. Проиграв, он вышел и стал сильнее. Поэтому он всегда рассчитывает, что даже между партнерами ты всегда должен быть начеку, ты всегда должен не забывать о своих интересах, никогда не расслабляться. И если позиция твоего партнера в какой-то момент чуть-чуть просядет, то это хорошо, в переговорном процессе ты сможешь усилить свои позиции. С этой точки зрения нужно понимать, каким образом выйти из украинского конфликта. Украинский народ, я вам другую аллегорию приведу, сейчас находится в ситуации, когда он оказался в объятиях питона. Он не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Он находится в заложниках, он находится в состоянии жертвы. А питон, Денис, а питон зеленый? Питон... В объятиях зеленого питона находится все человечество. А мы находимся в объятиях питона с восьмиконечным крестом. Мы находимся, к сожалению, субъектом, орудием в этой глобальной войне. И, по моему мнению, мы не на правильной стороне истории. Ситуация на передовой сейчас какое имеет вес и значение? Потому что понятно, что все занимаются вот какой-то бравадой, все говорят, вот смотрите, Купянск. А по другим направлениям, ну, как бы хоть трава не расти. Плохие новости не докладываются. Раньше они не докладывались по командованию, и это было большой проблемой. А сейчас они гражданам особо не докладываются. Все четко видят, например, там, да, говорят, вот, смотрите, Илон Маск за нас. Ну, Илон Маск, которого тоже, это, кстати, очень хороший паслик.
Да, Маск наш. Пазлик в то, о чем вы говорите, противостояние там монархии, глобальной монархии, леволибералов, обыски в офисе X во Франции, представляете? Это же на самом деле скандалище. Ну, как это? Они там деньги, штрафы, вот это все. Говорит, Маск, приезжай, будем тебя допрашивать. А тут, говорит, крутит пальцем у виска, говорит, ну я ж не Дуров, который раз приехал. Дуров выходит, говорит, это вот загнивающая Европа, это все ужас, любое, что ты не создаешь, это под наветом цензуры. И, в общем, эти маски срываются. Ну, и у нас говорят, Маск наш, он запретил Старлинки. Но если так вот посмотреть на линию фронта, вот этот эпизод, ведь он был очень важный с точки зрения именно военной, с точки зрения именно логистической. Когда россияне цепляли Старлинки, они оттестировали, тест прошел успешно. На килл-зону 50 километров. Если FPV там 20, да, это все как бы сейчас уже там рассуждают, то это килл-зона 50. Это туда, под Павлоградом уже на трассе можно спокойно смотреть, что ты бьешь, какую там машину, и ее уничтожать безвозвратно. То есть любая логистика военная подрывается, когда 50 километров разрыв, ну уж извините, там уже ты Краматорск, Славянск не защитишь. То есть они протестировали очень важный ход. Вместо этого что делает украинское государство? Значит, если у тебя есть дома Starlink, да, ты пользователь, иди в ЦНАП, пиши. То есть государство, вот это вот вроде ж либеральное, свободное, поступает путем централизации. Мол, ты должен, чтобы ты вдруг не враг, не вражиной оказался. Ну, то есть перепись старлинков идет у гражданского населения. Значит, то есть это прям очень интересная реакция. Но с другой стороны, если бы этого не было, то мы бы увидели вообще в ближайший месяц абсолютно другую линию фронта и абсолютно другую войну, потому что, ну, поэтому Маск на это и пошел. Как вы думаете, война в прямом смысле этого слова влияет на решение по Украине, решение украинского вопроса непосредственно по ситуации, да, как, что будет дальше со страной? Конечно. И я об этом и говорю, что будет решаться вопрос этот не Трампом. Трампом он уже решен в Анкоридже разделением сфер влияния. Просто избранная стратегия в силу, скажем, косности российской элиты, находящейся у власти уже там сколько там десятков лет, и привела к тому, что решения принимаются после провалов, после непонимания, неправильной оценки разведывательных данных, непонимания политической и общественной конъюнктуры в стране-соседи. И это все приводит к тому, что да, этот вопрос решается и будет решаться этими. Но как он решается? Мы наблюдаем сейчас, что Рубилова идет за каждый куст, за каждый овраг. Что я пытаюсь в стену, бьюсь лбом и говорю, ребята, без смены идеи, без формирования общей идеи, которая станет интересна, люди будут биться до последнего в ущерб своим интересам. Да, они обмануты, да, их ввели в заблуждение, но им не предложили ничего. А то, что предложили, не работает. Не работает, значит, предложили не то. Не смогли предложить то, что заработает. И соглашайтесь со мной, не соглашайтесь, но реальность подтверждает правильность моих слов. И дальше будет такое. Будет много крови, будет много погибших, будет много разрушений. Россия будет двигаться к этой цели уничтожения антипроекта. Потому что это существование Украины как антироссии, это глобальная, наверное, более страшная угроза для национальной безопасности России, чем та же ядерная Америка. И даже Британская империя. Они это прекрасно понимают. Но в силу косности мышления не сумели объединить людей по обе стороны границы, по обе линии фронта в общей объединяющей идее, от которых загораются у людей глаза, от которых есть желание созидать, брататься, а не убивать друг друга. И поскольку такой идеи не сформировано, и
Не вижу я в ближайшем виде, что она будет сформирована, потому что продолжается также путем разбега и удара головой о стену проломить ее. Да, лоб крепкий, он бетонный, и стена проламывает. Но какими усилиями, какими жертвами, каким ущербом? Трамп отдал эту ситуацию Путину на решение. И они решают ее так, как могут. Тяжело, кроваво, в одном месте прошли, в другом месте откатили, но медленно и верно они территории забирают. И ситуация на линии фронта существенно в ближайшее время не поменяется. Пока не изменится понимание сути этой войны, понимание того, что она выигрывается не только на линии фронта, но и в душах и в головах. Я Ну, абсолютно убежден в том, что россиянам, как и украинцам, простым не нравится то, что происходит. Не нравится. Есть упоротые с одной стороны, с другой стороны, понятное дело, особенно те, которые находятся далеко от линии фронта, которые не страдают от того, что происходит. Потому что когда ты сыт и в тепле, то тебе не особо хочется думать о каких-то глобальных вещах. У тебя нет такой необходимости. Ты бюргер с бургером в руках и с бутылкой пива. Тебе не интересно, что глобально происходит, потому что это тебя лично не касается. Люди становятся альтруистичны тогда, когда начинают страдать, когда находятся в исключительных условиях. так а сколько можно страдать, понимаете? Ну, то есть, вы когда говорите об идее, от которой загорится глаза, ну, и получается, ну, я вижу здесь противоречие, Денис. Вы говорите, люди заняты тем, чтобы выжить, люди заняты тем, чтобы подзарядиться, согреться. Вот эти раскупили по эпицентрам трубы жестяные, сливные, ну, вот эти водопроводные, имеется в виду, которые на крышах. Да, вот это, потому что эта жестянка, она греется, ставят там свечечку, подпаливают. Люди там газовые горелки, люди занимаются тем, что они, в общем, переживают, выживают. Это как в моменте выживания глаза могут загореться только от электричества, тепла, газового баллона, канистры бензина для генератора, ну или там самого генератора, свежего аккумулятора, например. Понимаете? Получается, что из этой логики исходя, ну правильно все делают представители глобальной короны. Ну правильно, а что? Люди вон чем заняты. И очень легко не замечать вообще ничего, что вокруг тебя происходит. Мы с вами плюс-минус там, ну, анализируем, пытаемся политику понять, но все же начинается, как говорится, от сахи. Выходит, например, Корчинский и говорит, если у вас проснулось желание, ну, лечить или увидеть, что где-то согрешил Зеленский, пойдите в церковь, помолитесь за него. Вообще не критикуйте власть выше уровня мэра или там главы своего населенного пункта, главы села. И так легче. И люди это принимают, да, так легче. Получается, что вот так. А вот сегодня скандал же жуткий. Выполз в соцсети, помните, была шутка, что гендиректор Укрпочты абсолютно убыточный, абсолютно такой, ну, замшелой, но распиливающий бюджет организации Смелянский получает больше даже, чем Трамп официальной зарплаты. Да? Ну, был такой мем, он ходил, и, в принципе, он как бы соответствовал действительности. А он сегодня вообще вышел и начал там этих женщин, которые его критикуют, потому что Укрпочта логотип за 600 тысяч гривен поменяла. Ну, там, перевернула немножко, да, подшаманила. И заплатили за это 600 тысяч гривен. Они его начали критиковать, а тут их начал по матушке посылать, обзывать разными плохими словами. Те говорят, ничего себе, как ты женщина? Он говорит, это не женщина, это вот какой-то в интернете непонятно кто меня критикует. То есть становится как нормой, да? А это же гендиректор Укрпочты. Людям даже на это плевать. А вы говорите о каких-то всецелых, ну, таких воззрениях, идеях, которые, более того, мало того, что украинцев могут объединить, разрозненных, которых в раздрай пустили, так они еще и с россиянами должны объединить.
И с белорусами еще желательно. Ну и с другими славянами, да. То есть вы о такой идее говорите, которая вообще где-то журавлем в небе, а все думают о синице в руках. В этом и есть задача действующей власти. Да? Как Марк Аврелий говорил, что раб должен думать всего о трех вещах. Еда, работа, наказание. И фактически то, что вот сейчас я не зря привел пример с удавом. И украинский народ-то жертва этого удава. И пошевелиться не может, и перспектива, скажем так, довольно плачевная. И понимание даже того ужаса, того состояния, в котором находишься, это не дает возможности ситуацию изменить. Это действительно трагическая ситуация. И вот это вот псевдо поднятие духов, вот я сегодня смотрел, по-моему, 24 канал Садового в интернете о том, что, мол, поддерживаете ли вы удары там, по гражданским объектам в России. И учитывая как бы контингент, который подписан на 24 канал, да, поддерживаем. Там. Редкие голоса там говорят о том, что, ребята, вы понимаете, что способность к эскалации у России выше. То есть порог болевой и порог усиления эскалации у России выше. И от того, что вы переходите на следующий уровень эскалации, это презюмирует, что Россия переходит еще на следующий уровень эскалации. И возможности у них для этого есть. А у нас возможности не безграничны. И я понимаю прекрасно, что, находясь в роли жертвы, мозг у людей лихорадочно ищет какие-то возможности, какие-то ответы, максимально обезопасить себя и какие-то придумать решения, как там в офис простых решений. Максимально какое-то простое решение, которое решит проблему, не понимая, что проблема гораздо глубже. Не понимая, что проблема как раз в существовании антипроекта. И что они заложники и винтики этого антипроекта. И пока они будут находиться внутри этого антипроекта, они будут страдать. И уровень страданий, эскалации будет только увеличиваться. И это никакое не решение проблем. Это one-way ticket, это путь в один конец. И мы сейчас находимся в таком положении, в котором действительно мы уже сами из этой ситуации выбраться не сможем. В А этом кто? трагедия. А кто? Ну, давайте так. Вот поэтому, смотрите, вот тут опять-таки уровень противоречия. Сами выбраться не сможем, так а с кем надо выбираться? То есть, правильно власть имущие сейчас там нам рисовывают перспективу на Запад. Ну, а кому? Надо к Западу тулиться, надо Запад, чтобы нас, как это, план процветания, да? Потом Зеленскому, видимо, шепнули на ухо. Ну, там же было это ухо полностью как это, в распоряжении колдуна Ермака, да, а сейчас, видимо, то был один человек, а сейчас, может быть, 2-3 заходят к нему. И ему как бы посоветовали, сказали: Володь, не надо называть это словом процветание. И он сейчас проталкивает, типа, відбудова, ну, типа, отстроить, как отстроить страну. То есть совет ему дали. Точно так же вчера с Рютте говорит: а как вы ответите на обстрел по Киеву? Он говорит: мы не будем говорить, мы не будем выдавать врагу, типа, свои намерения. Хотя до этого он говорит: мы будем блэкауты в Москве делать. Ну и там ответили, Белгород был без света, ударили по Белгороду вчера вечером. То есть, видимо, больше ушей. То есть смысл правильный получается, Денис. То есть, а мы сами не сможем. Дайте нам денег, дайте нам инвестиции, дайте нам... И, короче, надо тянуться на Запад. Вот вместе с Западом сможем. Из колхозной молодежи панковал один лишь я. Помните, да? Фразу Хоя. Уже и Рютте говорит, что военным путем мы эту ситуацию не решим. Но у нас один незламный, который собирается решить. Но результаты мы видим на самом деле. Невозможно эту ситуацию решить в том положении, в котором находится Украина. И повторюсь, есть цивилизационная колея, есть
столкновения цивилизаций. Мы понимаем, что мы находимся на границе двух миров. Цивилизацию, которую называли православная или русская, и цивилизация, которая условно называется европейская. Украина это изначальная проблема неправильной самоидентификации. Условно назвав одним народом, фактически это составляющая разных народов. И здесь можно было бы только идти по пути, по которому условно пошла та же Швейцария, где национальный вопрос, он не является дискуссионным в вопросе культуры. То есть у вас есть в каждом регионе своя культура, свой язык, пожалуйста, общайтесь. Но есть ключевые моменты, по которым, пожалуйста, решает вопрос федеральное правительство. В Швейцарии конфедеративное правительство. И поэтому мы находимся в ситуации, когда нам необходимо искать консенсус внутри, нам необходима объединяющая идея. Либо нам нужно закончить игры в унитарное государство, потому что его закончат за нас. Мы потеряем полностью государство. Мы полностью уже лишились суверенитета в его широком понимании, и мы можем потерять государство. Только это можно сделать путем цивилизованным, формированием новой государственной и национальной идеи. Хотя мне кажется, что эта возможность уже упущена, но пускай будем надеяться на лучшее, что еще, может быть, при каком-то сложении геополитических факторов еще удастся это сохранить. Мы уже увидели, что невозможно взять, вот я хочу быть, вот как себя там идентифицировать. Я себя идентифицирую, как вот любят глобалисты придумывать, там, черной женщиной 18 века там, на австралийском континенте. Это все придумки, это все пена, это невозможно. Мы точно так же не являемся частью европейской цивилизации. И более того, европейская цивилизация нам это показывает, каждый раз тыкая нас мордой. Показывая, что мы не являемся ее частью. Потому что если бы мы являлись ее частью, они бы нас защищали, мы для них были бы важны. Не как поле боя, а как земля для территория счастья, территория созидания. А мы для них лимитров, в лучшем случае. Поэтому люди уже должны были понять, что вот эти морковки, которые перед носом, это не настоящая еда. Это только для того, чтобы достигли цели те, кто эту морковку подвесил. И вот эта вот условно синяя или как зеленая таблетка, она необходима была украинскому народу для понимания. Возможно, это станет возможностью к возрождению, но возрождение через страдания, через понимание ошибочности пути. Потому что если мы дальше продолжим жить в той придуманной реальности, в которой по телевизору все хорошо, а в реальности нет воды, нет газа, есть бусификация, есть постоянная война, есть обстрелы, есть коррупция, есть полное нивелирование фундаментальных гражданских прав со стороны государства, мы не сможем из этого круга выйти. Мы просто потеряем свою страну. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья. Берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.